Есть специальные таблицы на сайте Министерства иммиграции. Это таблица Minimum Necessary Income. Еще один вопрос, который я слышу, это, на самом деле вопросы серии «Ну а вдруг?». Это какие требования с точки зрения финансов для спонсирования родителей вот сейчас? Смотрите, сейчас никаких, потому что программы нет. Но если она вдруг завтра откроется, вот произойдет такое чудо, есть специальные таблицы на сайте Министерства иммиграции. Это таблицы Minimum Necessary Income. Они рассчитываются из расчета количества членов семьи, из расчета индекса цен на данный момент. И последнее, что было, вот в 2025 году, это было от 47 с копейками тысяч людей на семью из 3 человек. То есть, например, мама, папа, ребенок, либо один родитель и 2 детей. И дальше, чем дальше, тем больше. И был момент во время ковида, что эту планку немного снизили, но это было временно. Я очень сомневаюсь, что оно опять случится. И вот я вам, помните, обещала рассказать, что случилось с одной семьей, которая 10 лет ждала, и им в конце концов отказали. Была семья мама, папа, 2 детей. Они хотели спонсировать своих родителей. Доходов у них было достаточно, оба работали, зарабатывали неплохо, детей было 2. А потом мама забеременела. Значит, во-первых, детей у нас теперь 3, то есть выросло количество членов семьи. С одной стороны, с другой стороны, мама ушла на декретный отпуск на год, то есть упал доход. А после какого-то времени Министерство иммиграции, они видят, что заявка уже несколько лет висит, надо уже с ней что-то делать. Они прислали семье дозапрос, они имеют полное право на дозапрос, на то, чтобы им дали свежие данные, а свежие данные оказались, совсем даже не радужные, потому что, как я уже говорила, денег меньше, народу больше. И им отказали после 10 лет ожидания. Это одна ситуация. Другая ситуация, тоже о которой я слышала не так давно, это люди, которые хотели спонсировать своих родителей, вложились в это, у них была зарплата, у них был 1 ребенок, они знали, что они входят в рамку именно с 1 ребенком и 2 родителями, они откладывали рождение 2 ребенка, несколько лет ждали этой лотереи. Наконец они выиграли эту лотерею, родители сюда приехали, пожили здесь несколько месяцев, и сказали, спасибо, конечно, мы очень рады, что вы это для нас сделали, мы попробовали, мы давно хотели, но вот мы попробовали, и не нравится нам ваша Канада, мы уезжаем домой. То бишь, прошло, по-моему, насколько я помню, 5 или 6 лет, что люди откладывали рождение 2 ребенка чисто для того, чтобы у них все сходилось по деньгам. Родители привезли, положились, родители уехали, они сейчас хотят все-таки родить этого 2 ребенка, а им уже поздно, им уже за 40, и для них это сейчас проблема. Они, не могут забеременеть. То есть хотели люди ребенка, вместо этого привезли родителей, а родители тоже, в общем, развернулись и уехали. Поэтому, если вы, в принципе, думаете об этом, и если вдруг что-то с неба упадет и опять эту программу откроют, рассматривайте это со всех сторон.